Совмещение профессий, должностей. Работодатель имеет право поручить работнику выполнение дополнительной работы. Дополнительная работа в порядке совмещения выполняется у одного работодателя на основе одного трудового договора с работником, статья 62 Трудового кодекса РФ. В этом ее отличие от совместительства, статья 61 Трудового кодекса РФ, при котором даже если оно внутреннее заключаются несколько трудовых договоров, с одним или несколькими работодателями. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, статья 60 Трудового кодекса РФ, поэтому на совмещении должно быть составлено дополнительное соглашение к уже имеющемуся трудовому договору в части выполнения дополнительной работы. Важно! Дополнительная работа на условиях совмещения выполняется при наличии следующих условий одновременно. Работник не освобождается от основной работы, предусмотренной трудовым договором. Дополнительная работа выполняется за дополнительную плату. Получено письменное согласие работника на выполнение дополнительной работы. Дополнительная работа выполняется в пределах рабочего времени, установленного по основной работе. Важно! Отсутствие письменного согласия работника влечет невозможность поручения ему дополнительной работы. Работодатель не вправе принуждать работника к выполнению работы, не предусмотренной его трудовым договором. Работодатель не вправе применять к работнику меры дисциплинарной ответственности за его отказ от дополнительной работы, если работник не давал своего согласия на ее выполнение. Работник, давший согласие на выполнение дополнительной работы, имеет право досрочно отказаться от ее выполнения, а работодатель – досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за 3 рабочих дня. Виды дополнительной работы. Выполнение работы по той же профессии, должности, что и основная работа, расширение зон обслуживания, увеличение объема работ, например, уборщицы поручают уборку дополнительных помещений. Выполнение работы по другой профессии, должности совмещения, например, водитель выполняет функции курьера. Выполнение работы временно отсутствующего работника, на время ежегодного отпуска, болезни, отпуска по уходу за ребенком, учебного отпуска и других случаев временного отсутствия работника, например, бухгалтер выполняет функции заболевшего кассира. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника работнику может быть поручено выполнение работы как по той же профессии, должности, так и по другой профессии, должности. К моменту поручения работнику дополнительной работы ее объем уже должен быть формализован в трудовых договорах с другими, временно отсутствующими работниками, в должностных инструкциях по вакантным должностям штатного расписания и тому подобное. В ином случае законность выплат государственного пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при совмещении может быть поставлена под сомнение. Важно! Перечень обязательных условий, которые должны быть отражены в дополнительном соглашении к трудовому договору о совмещении, часть 3 статьи 62 ТК РФ. Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу. Содержание дополнительной работы. Объем дополнительной работы. Размер дополнительной оплаты, часть 2 статьи 151 ТК РФ. Если дополнительная работа выполняется за пределами рабочего времени, установленного работнику по основной работе, применяются или правила сверхурочной работы, если труд работника нормирован, или правила ненормированного рабочего дня, если труд работника не подлежит нормированию или нормирование признано невозможным.